Был руководителем партийной организации партии регионов в Днепропетровской области. И Днепропетровская область, она достаточно специфическая. У нас практически весь средний бизнес и крупный бизнес, он еврейский, и все такое. Днепропетровск по этническому составу такой же, как Одесса, но несколько другой по ментальности. И у меня, естественно, громадное количество друзей, в том числе из синагоги нашей Днепропетровской. И когда все эти события случались, ко мне подошли мои друзья и говорят, там, один из помощников раввина говорит: Олег, значит, по нашей информации у русских будет все очень плохо. Вы проиграете сейчас, в 2014 году. На Украине будет другая власть. Ведь ты нам очень много помогал по жизни. Ты порядочный человек, мы с тобой дружим, ты помогал синагоге, с тобой приятно иметь дело, ты отвечаешь за то, что говоришь, ты делаешь. Мы тебе советуем. Ты достаточно активно выступил против соглашения об ассоциации, против Майдана. Сейчас не выступай, и будет все хорошо у тебя. Я ему говорю: понимаешь, какая ситуация? Вот я ведь русский, а если в России сейчас все будет плохо, то я тем более должен быть вместе с Россией. Ну вот недавно этот же человек, недавно, это до февраля месяца, приезжал в Крым, говорит: Олег, ну вот некрасиво получилось. Был у нас русский бизнесмен в Днепропетровской области, один, да, теперь его нет, мы его съели. Говорит: давай возвращайся. Ну, никто не думал, что возврат будет такой тяжелый и кровавый. Такой тяжелый. Вас называют одним из, и справедливо совершенно, вас называют одним из идеологов Новороссии, что вы одним из первых. Тогда, в 2014 году, начали эту тему о том, что это вообще, в принципе, возможно. И вы были одним из первых людей, кто стал говорить, что Донецкая, Луганская, Херсонская, Харьковская, Днепропетровская области — это русский мир. Ну, я ничего не придумывал. И уж точно не идеолог, я инженер-физик по специальности, микроэлектронщик. И так уж получилось, что я сначала стал депутатом, а потом, как депутат, я уже... Видите, было бы странно, если бы там Украина, которая разделилась практически напополам во время Майдана, не нашлось депутатов, которые заняли бы сторону той восточной части Украины. Поэтому и просто оказывался все время на острие вот всех этих событий. Каких-то особых моих заслуг в этом нет. Кроме одной, наверное, я вижу, что вы скромны. А Новороссия — это историческое понятие, это не я ее придумал. Ну, просто она объективно существует и существовала, и она была и территориально, исторически, этнически. И, все такое. Но вы одним из первых стали говорить о том, что Новороссия — это часть русского мира, что она может и должна существовать отдельно от Украины. И говорили это в опасной ситуации, получается, что верили в то, во что вы говорите, очевидно, иначе вы бы не говорили, я так думаю. Верите ли вы в это сейчас, что все получится? Я говорил о том, что вся Украина — это часть русского мира. И не пять родной земли, конечно же, терять не надо, но Новороссия — это историческая Россия, да. Ну, скажите, так же, как и Киев, мать городов русских, там, Чернигов, русские княжества, это вся наша русская земля. Но просто на территории Донбасса, там, например, или там, Павлограда, Запорожской области, там, Энергодара, это в основном русские люди. Русские этнические, великороссы, да, малороссы, там... Понимаю, но с учетом победы западной идеологии в мозгах русских людей, я еще раз повторю вопрос. Вы тогда верили в шансы на успех? А сейчас вы верите в них? Мы по очень странной причине не взяли под контроль Украину в 2014 году. Поэтому не верить тогда в шансы на успех, мне казалось, что это здравый смысл, надо было брать под контроль всю Украину. Ну, как минимум, часть.
Значит, представьте себе, как мы уже говорили, 4 созыва депутат был Верховной Рады. Это много. Большинство губернаторов Юго-Востока Украины либо бывшие депутаты, которые какое-то время со мной были в Верховной Раде Украины, либо люди, которые обращались ко мне по очень многим вопросам, которых я знаю, и члены нашей партии, партии регионов, которая была на Юго-Востоке основной. Руководители областных управлений службы безопасности Украины работали активно против Майдана и против зачинщиков. Руководители МВД отправляли туда милицию разгонять Майдан. Воинские части находились сформированные в основном из жителей этих регионов, которые нас поддерживали. Все губернаторы были со мной на связи, поскольку я зам руководителя правящей фракции, партии. И я фактически во время Майдана выполнял функцию руководителя. Я был на всех пресс-конференциях, я вел все митинги. И у нас руководитель фракции ушел немножко в тень, по определенным причинам. Да. И все знали о том, что я на протяжении всех своих 4 созывов участвовал там в прорусских движениях, там делали антифашистский фронт, вел сайты, выступления, собирал подписи за русский язык второй государственный. 2 подписей не хватило, до 300 голосов там в свое время. И поэтому и все знали, что у меня куча друзей, депутатов Госдумы, я знаю советников, помощников администрации президента. И поэтому ко мне звонили и спрашивали: Олег, пускай русские нам дадут команду. Значит, мы же знаем, что против нас будут уголовные дела, нас будут садить в тюрьму. И это было снимать с должностей. Значит, мы как скажут, так и сделаем. Скажут, мы просто скажем, что мы не признаем ту власть, которая нелегитимным путем пришла в Киев. А дальше будем договариваться. Да, хотите, чтобы была единая Украина? Ну, мы ее не признаем, но хорошо, пускай будет федерация. Пускай будут 2 государственных языка. И тогда можно. Или как-то по-другому. Ну, по крайней мере, будут карты для розыгрыша. Но, тем не менее, тогда, когда я связывался с ответственными чиновниками в администрации президента, мне сказали: Олег, ничего не надо. И таких моментов было много. Поэтому у нас было очень много возможностей для того, чтобы не дойти до той ситуации, которую мы сейчас располагаем. Что касается сейчас, то у нас есть все шансы на победу, но для того, чтобы победа была полная, с моей точки зрения, опять же, я депутат страны, которую я потерял. Я не могу подавать рекомендации или советы давать российскому руководству. Но мне кажется, что мы должны переходить в другой режим спецопераций. Потому что против нас воюет весь мир. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить новые материалы. Смотрите нас на удобных вам площадках.